Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Ко Дню Святого Валентина я подготовила для вас новый проект – кошечку в форме сердечка. Наша кошечка Валентинка связана способом амигуруми. У нее имеется хвостик, ушки и даже коготки. Также кошечка может стоять на своем основании. Предлагаю вам связать ее вместе со мной. Если вам нравятся мои проекты, и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Я не довязала этот ряд до конца, я закончила его на углу. То есть несколько петелек не довязала. И теперь я буду делать коготки. Один коготочек я уже сделала, и сейчас я объясню, как его делать. Я делаю столбик без накида. И затем в следующую петельку я начинаю делать пышный столбик с двумя накидами. То есть я делаю 2 накида на крючок. Затем провязываю первый накид, провязываю второй накид и оставляю на крючке. Затем делаю опять 2 накида, точно так же провязываю. Такой пышный столбик у нас, или кластер он называется по-английски. И еще третий раз то же самое. Провязываю вместе, провязываю. Вот, и у нас оказалось на крючке сейчас 4 петельки, которые я провязываю вместе. Вот у нас получился такой пышный столбик, и теперь его нам надо сложить. Для этого я в ту же самую петельку делаю соединительную петельку. То есть просто столбик полустолбик без накида. И затягиваю его. И вот нам нужно этот пышный столбик вытащить вперед, чтобы он у нас выглядел как коготочек. Вот у нас такой получился. Следующую петельку делаю столбик без накида. И повторяю тот же самый столбик, тот же самый пышный столбик. Делаю 2 накида. Я провязала все 3 этих столбика и провязываю их вместе. И опять в ту же самую петельку соединительную петлю. Все, и протаскиваю это вперед. Такие у нас коготочки, 3 коготочка получились. Они как раз посередине у нас. Вот. И дальше я вяжу столбики без накида. Вот у нас получились коготочки спереди. И этот ряд я довязываю обычным образом.
просто столбиками без накида. Довязываю его до коготочков. Я довязала до коготочков, и теперь делаю под коготочек столбик без накида. Затем в следующий столбик, который у нас был, там тоже столбик без накида. Коготочек, столбик. И для того, чтобы у нас эта кошечка стояла, могла стоять, я попробую сделать сзади еще 2 прибавки. Вот, я начинаю их вязать. В одну петельку 2 петельки, чтобы у нас основание было более широкое. Затем 2 петельки по прямой, даже можно 3. И опять прибавку, так чтобы у нас чуть-чуть было в районе основания. Здесь 2 петли в одну. Спереди у нас коготки немножко дадут. И довязываю до коготков. Таким образом я заканчиваю ряд. Вот это у нас получилась голова, а это хвостик. Я делаю волшебное кольцо амигуруми и 6, затем 6 столбиков без накида в это кольцо. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. И затем затягиваю наше колечко. Начинаю вязать следующий ряд. Я его вяжу обычным образом, как я амигуруми всегда делаю прибавки. То есть в каждый столбик я делаю одну прибавку. Раз. Два. В эту же петельку. Один столбик. И второй туда же. И так весь ряд. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. В следующем ряду я делаю прибавку в каждую вторую петельку. То есть одну петельку я вяжу без прибавки. Иду в следующую петельку и делаю прибавку. Раз.
и 2. Следующую опять без прибавки. И прибавку. В конце ряда у нас получается 18 петелек. Теперь нам необходимо нижнюю часть, которую мы связали, пришить к низу. То есть мы начинаем просто иголочкой пришивать через верх. Вот таким образом, петелька в петельку. У нас может быть сверху немного больше петель получится, поэтому мы будем смотреть, как так, чтобы это было равномерно распределено. Вот таким образом. Я набиваю до конца все это, как бы то, что у нас там осталось, дырочка, чтобы было плотно. Я туго набила сейчас нашу кошечку, туловище, и подставляю монетку еще туда под основание, чтобы оно было более жестким. Вот у нас теперь как бы оно будет с монеткой стоять на ней. Вот таким образом. И зашиваю эту монетку туда. Вот таким образом у нас основание будет более устойчивым.